зарубите себе на носу, что вы должны молчать и слушать, что вам говорят. Всем привет, народ! Не так давно я сделал тест данного аккумулятора TPCell 4 ампер-часа, соответственно, с разборкой, и показал вам, и мы увидели все, что здесь оказались немножко другие банки, нежели в аккумуляторе от TPCell 6 ампер-часов. Хотя, по идее, должно быть все то же самое. Ну и также вы все помните, что я написал продавцу, попросил у него даташит, на что он сказал: друг, я тебе вышлю другой аккумулятор. Собственно говоря, прошла буквально, наверное, неделя, если не меньше. И из России он мне прислал данный аккумулятор, который я разобрал, чтобы немножечко сэкономить наше с вами время. Смотрим. Плата точно такая же, как и в шестерке, и в той четверке. Ничем практически, наверное, не отличается. 4 мосфета, шунты, балансировка пассивная у нас здесь присутствует. Все как в прошлом аккумуляторе. Значит, термозащита тоже есть. Видите, термодатчик приклеен к аккумуляторам. Также есть кнопочка проверки индикации. По бокам по 3 светодиода. Смотрим на сварку. Сварка тоже, я бы сказал, идеальная. Опять же, нет картонных колечек изоляторов, но обратите внимание на эти пластины. Видите, они имеют такую выпуклость. То есть короткое замыкание здесь уже исключено. Если, конечно, сюда не поступит какой-то сильный удар. А так все, как говорится, по красоте. Ну что ж, не тянем видео. Так, не показал я, кстати, что здесь у нас уже DMEC 20P. DMEC C20P, где тут лучше посмотреть. Надеюсь, кто захотел, тот увидел. Давайте еще раз. Давайте я переверну, наверное. И здесь будет, наверное, получше все это дело видно. 18650, 20P, DMEC C. Вот так выглядят элементы. Так, значит, что делаем? Измеряем общее сопротивление на силовых контактах. Погнали смотреть, что нам здесь покажет данный аккумулятор. Так, значит, сопротивление 26,34 Ома. Миллиома, извиняюсь. И напряжение на борту 20,84 вольта. 20,84 вольта. Давайте по параллелям пройдемся. Значит, первая параллель. Поехали. 6,89 миллиом, 4,175 вольта. Вторая параллель. 7,14 миллиом, 4,173 вольта. Третья. 7,09 миллиом. Видите, как хорошо. 4,175 вольта. Четвертая. 7,22 миллиома, 4,173 вольта. И крайняя пятая параллель. 6,98, 7 миллиом и 4,173 вольта. Видите, практически на всех ячейках 4,17 вольта. О чем это говорит? О том, что хоть балансировочка и пассивная, но работает она просто изумительно. Так, это мы с вами выяснили. Кстати, есть у меня, друзья, в планах прикупить еще один тестер для проверки всего этого дела. И данного тестера заодно. Хотя в точности этого тестера почему-то я уверен. Проверяю его на этих SMD-шных 1% сопротивлениях. Да ладно. Наверное, все-таки надо будет подумать и прикупить. Так, далее. Есть в планах взвесить аккумулятор старый, четверочку, и, соответственно, новый. Так, для этого мы все болты, наверное, загрузим в коробку, все эти кнопочки, чтобы вес был одинаковый. Так, смотрим нули. Надеюсь, вам будет видно. Ставим аккумулятор из прошлого обзора. 694,6 грамма. И давайте новый аккумулятор. Как-то так. И как-то сюда нагрузим все это дело. 667,5 грамма. Странно, видите, дмеги весят менее, чем эти ноунеймы, да? Странно, очень странно, но все как есть, так, друзья, я вам и показал. Выключаем весы, они нам больше не нужны. Ну что ж, остается нам сделать тест емкости, который мы с вами сейчас
и будем делать. Поставим все это дело, протестируем, посмотрим, сколько эта четверочка нам выдаст. Значит, друзья, по даташиту мы с вами все помним из данного обзора. Из данного обзора, так как здесь даташит я так и не нашел, что ток разрядки у нас на один элемент составляет 0,2 С. Ну, поскольку у нас два ряда, значит будет ток разрядки у нас 0,8 ампера на всю сборку. Поехали. Итак, друзья, все готово к тестированию. Значит, смотрите, сверху 0,8 ампер я поставил ток разряда. 21 вольт у нас есть. 28 часов, неважно, разряжаем до 12,5 вольт. Конечно же, его, наверное, плата защиты рубанет раньше, но посмотрим на результат. Итак, включаем. Сейчас у нас ночь. И поехали. Миллиамперы закапали. Ждем, друзья, результат. И потом продолжим. Доброе утро всем. Наступило утро следующего дня. Ну и вот такие результаты мы получили. То есть даже выше, чем заявлено. Вот, значит, что у нас получилось? Почти 78 ватт-час. А что у нас заявлено на корпусе? На корпусе у нас заявлено 72 ватт-часа. То есть тоже вот эти 200 миллиампер лишних добавили нам и ватт-часов. Значит, 4200 миллиампер-часов слилось. Ну и аккумулятор разряжался 5 часов 15 минут. Вот, в принципе, как бы, если учесть, что аккумулятор 4 ампер-часа, мы поставили 0,8 ампера, то где-то за это время, видите, все это дело и слилось. Все, в принципе, отлично. Ну, а теперь собираю и идем его протестируем. Короче, народ, придумала такую приблуду. Вот, болгарки мне другой нет. Будем на поту от трошки. Кстати, скоро должна быть на обзоре болгарка приехать. Вот такая вот штуковина. Адаптер Makita Fengbao. Ну и вот такая вот контактная площадка, которую мы с вами прицепим к аккумулятору. И все это дело зафиксируем резинкой. Мало ли чего, чтобы от вибраций не соскочило. Ну, как-то так. Так, теперь что будем делать? Теперь подключаем все это к болгарке. И провод использовал 6 квадратов. Я думаю, падение напряжения здесь будет просто минимальное. Подключаем к болгарке и вешаем, собственно говоря, токовые клещи. Давайте включаем. Берем провод. Так, я не знаю, вам будет видно или нет только. Если вот так положить, тоже плохо, да? Ну, пускай будет хотя бы так. Так, у нас постоянный ток. И делаем сброс. Все, по нолям. Короче, на данном аккумуляторе буду сейчас шлифовать до потери пульса, пока он не сядет. И один из зрителей написал, что нагрузи ты эту плату током 50 ампер, и она у тебя потечет. Ну, диванных критиков как бы много, а возможно это и не диванный критик, возможно он уже испытал этот аккумулятор и эту плату. Вернее, плату, да, не аккумулятор. Ну, мы с вами проверим, поэтому у кого есть терпение, будем пилить, пока не сядет аккумулятор. Вперед, поехали. Нашел этот тормозной диск такой у меня, приволок. Вот мы все это дело будем с вами и делать. Погнали. А я оказался немножко болваном. Я включил напряжение, а не ток. Бывает. Так, подстоянка. И сброс. О, вот теперь поехали. Ну, уже немножко мы проработали. Все, погнали.
Вырубило. Выключаем, пробуем еще. Вы видели, как я давил? Просто не удержать эту болгарку. Вырубило. Едем еще. Все. Все, аккумулятор полностью. Нет, не полностью. О, думаю, больше запускать нет смысла. У меня здесь все горит. Смотрите, какое черное. Просто ужас. Дым валил. Думал, уже тут что-то горело в болгарке. Но горело металл. Вот синий, если вам видно. То есть насквозь тормозной диск посинел. Вот как я давил. Аккумулятору, как мы видим, ничего не случилось. Он только не хочет запускаться. Попробуем так. Сейчас попробую контакты. Полностью контакты ледяные, друзья. Хотите верьте, хотите нет. Полностью ледяные. Так, где наш тут подключалка? Как-то так. Уже все, не включается. К сожалению, не взял я тестера. Ну, аккумулятор, во-первых, на солнце, конечно же, он нагрелся. Нагрелся градусов до 30. 30-наверное, 35. Контакты. Давайте здесь посмотрим контакты. Контакт вот этот вот горячий. Это у нас какой? Минусовой. Минусовой горячий. Ничего не скажу. Плюсовой полностью холодный. Ну, тепленький такой. А аккумулятор, да, градусов до 35 на ощупь где-то нагрелся. Я уже этот не беру. Как его, тепловизор. Потому как при таком солнце тут ничего мы не увидим. Вот. Как-то так. Интересно, сколько у нас заряда осталось. У нас ничего не горит уже. Значит, предлагаю что? Прямо теперь пойти и его разобрать. Потом поставить дозарядить и посмотреть, запустится он или не запустится. А так он высажен полностью, считай, в ноль. Да, наверное, мы его с вами и разберем. Посмотрим на плату. Все, никак не включается. Не теряем времени, идем на стол. Ну и что мы видим? Разобрал я всю эту конструкцию. Видим мы тоже, что в принципе с вами и видели. Вот аккумулятор, да, теплый такой, горячий. Ну давайте попробуем тепловизором его долбануть. А так, видите, все по местам. Мосфеты такие тепленькие, тоже в районе 35, ну не знаю, может быть 40 градусов. Вот здесь тоже все нагрелось. Ну, соответственно, 50 ампер давали. Среднее, вы сами видели, было около 50 ампер. То есть и 56 я там давал, и 48, ну вот как-то так. Ну, давайте тепловизором посмотрим. Оно остыть еще не успело. Тепловизор долго запускается. Заметил я, кстати, такую особенность тепловизора, что он внутри деталей показывает температуру, а не наружную. Вот он видит самую горячую точку, поэтому здесь внутри мосфетов, я думаю, будет температура и выше, чем вот этих вот 35-40 градусов. Ну, посмотрим. Погнали. Так, вот наша плата вся. Надеюсь, вам, друзья, видна. Аккумуляторы. Видите, показывает 75 градусов аккумулятор. Ну, это полностью бред. Он столько, здесь его столько нету. Горячий, да, но пальцем держу спокойно. Поэтому 75 градусов это какое-то тут завышение. Вот внутри аккумулятора, возможно, такая температура и есть. Но снаружи это не ощущается. Так, мосфеты. Мосфеты. Где наши мосфеты? Дай бог найти их. Вот они, 4 штучки. 62 градуса. Я так понимаю, это все температура внутри. Так, что нам еще здесь интересно? Вон там аккумуляторы. 67. Ну, в принципе, по всему корпусу, ну, видите. Ага, давайте с этой стороны.
69. Тоже, видите, 71 градус. Непонятно, как оно показывает. Ну вот, как есть, так и показывает. Без всяких обманов и тому подобное. Вот 60 градусов на плате, на контактах. Контакты, видите, ледяные. 45 на контактах, синие они. 44. Так, на зарядном 46. Ну, вот как-то так. Я даже не знаю, что больше и показать. Аккумулятор у нас сколько теперь? Вот видите, 73,7 градуса. Ну, такой нету температуры здесь на аккумуляторе, друзья. Вот, гонял я точно так же и этот аккумулятор. Примерно время одинаково, температура тоже одинакова. Ничего с ними на 50 амперах не случилось. Это беспрерывно мы тестили на 50 амперах. Так, на этом, наверное, все. Будем закругляться. Кому интересно, ссылка, как всегда, в описании к данному видео. Переходите, смотрите. Вот, ну, я считаю, аккумуляторы, что этот ноунейм, что этот, отличные. Просто отличные. Да, и рабочая температура по даташиту, по-моему, у них в дмегах 80 градусов. То есть, видите, предел. И, возможно, датчик температуры уже отключил плату. Заряд там, возможно, есть. Кстати, давайте это мы с вами и проверим. Хотя это уже, конечно, поздно, но лучше позже, чем никогда. Я так считаю. Надо было мне тестер взять и прицепиться сразу к тестерам, к этому самому, тоже к аккумулятору, чтобы смотреть, что у нас там да как у нас. Так, постоянка. О, классно видно. Поехали. Видите, 13,5 вольт. То есть он сел по ходу до отсечки, до 12,5 вольт, и его отсекло. Отсекла его защита. А теперь он восстановил целый вольт. Вот, как-то так. Как-то так. У нас до сих пор не работает. Так, давайте на зарядочку поставим. Вот, у меня есть такая вот зарядка никудышняя. 2-амперная написано. Хотя вряд ли здесь 2 ампера будет, но давайте подключим, посмотрим, что у нас, да как у нас. Зелененько загорелось. Заряд пошел. Давайте измерим напряжение заряда. 13,5, 13,6 вольта, но больше оно, конечно, не будет. На контакты подается, на зарядный контакт, видите, 21 вольт. То есть все как бы отлично. А вот этот контакт получается как-то развязан по ходу диодом или чем от зарядного контакта. Поэтому мы получаем на зарядке 21, на аккумуляторе на самом вот 13,6 вольта. Все, друзья. Надеюсь, вам было интересно. Мне, кстати, тоже было интересно. Вот такой вот жесткий, я бы сказал, тест данного малыша аккумулятора. Ну, просили, я сделал. То есть вы понимаете, что мы с вами работали на 25 амперах на элемент. Это уже на пике. На пике элемента. Так, немножко по скриптум, да. Говорил я посмотреть, запустится, не запустится. Вот, на зарядке стоит. Включаем индикатор. И, как мы видим, уже одно деление у нас светится. Давайте отключим зарядное и включим индикатор. Видите? То есть зарядку он берет. Все отлично, все нормально. На чем проверить? Давайте воздуходувочку подключу. Вот, мощная воздуходувка. 40 ампер потребляет. Поехали. Видите, все шикарно работает. Вот теперь всем пока. Желаю, чтобы все.